ветеран прямо литовского БДСМа. Very hard. Называли мясом на продажу. Эксгибиционист, бисексуал. И я вообще люблю, когда у меня уже просто по коленям течет. Да мне, просто мне как-то нравятся сисечки. Когда перевязывают веревками мои гениталии. Третье, это не извращенцы, потому что в нем есть правила. Да, ты мне нравишься, я хочу тебя потрогать. Какие-то формы анального секса. И вот это все возбуждение нарастает. Это больше о гурманстве и исследовании своих желаний. Попадают в гей-ропу, и им прямо тут становится смело, весело и дико интересно все. Это моя самый первый мой кнут, нагайка. Это прям настоящая казацкая нагайка. Тут даже вот герб с двуглавым попугаем есть. То есть прям настоящая казацкая нагайка. И мне ее подарил брат еще до всяких там моих БДСМных увлечений. Я когда ее увидел, вздрогнул, потому что буквально там накануне появилось видео. Было видео, когда казаки в Сочи Pussy Riot избивали вот похожими нагайками. Я аж вздрогнул. И честно, я никогда не думал, что буду ей пользоваться, потому что она прям очень болючая. Но иногда попадаются желающие получить и такой. Я считаю, что не фотосъемки — это очень красиво. Правда, человеческое тело, там женское, мужское — это очень красиво. И непонятно, зачем его закрывать. Мне лично реально непонятно. Я хочу на это смотреть, я хочу сама это демонстрировать. Когда я раздеваюсь, я вхожу в максимальный, мне кажется, контакт с собой и с другими людьми. Создаю какую-то атмосферу, в которой все эмоции оголяются просто до максимума. Потому что шибари многогранно, его можно с разных сторон смотреть. Это не извращенцы, потому что в нем есть правила, как и в других практиках БДСМ. Есть консент, есть, то есть договоренность, есть безопасность и разумность. Ты всегда как бы ответственен за свои действия. Is it your first time playing at this party? In here, yes. In previous, I was playing also, but in gallery, yes, my first time, yeah. But you're interested yourself in this topic? Or Yes, definitely. what are you? What am I? My DJ name is Matei, and yeah, that's who I am. What do you like? What do you like? I like hard techno. I love dancing. I love everything that's, makes you guilty of. Okay, good luck. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. My name is Virginia. My name is Aidas. We are a couple. We are married like 3 years, yeah. In total, we are together 4 years. And we are organizing kinky events together. I am King, she's Pink. Наш гость – это такие люди, которые понимают, о чем мы есть. И понимают силы консента, и понимают, что жизнь очень короткая, и надо, если хочется, надо ее как бы брать руками. Наша цена early bird tickets там 25 евро, это очень хорошая цена. Так вот, и сейчас, сегодня, потому что завтра вечеринка, сейчас 48, но есть купоны, как говорил, есть акция, когда покупаешь до билета couple, потому что мы хотим couples очень. Приходят семейные пары, у всех разное. Кто-то просто смотрит, получает новые какие-то идеи, кто-то ищет себе кого-то еще в отношения, кто-то ищет каких-то полиаморных опытов. Абсолютно разные. Кто-то даже, наоборот, там знакомится на этих вечеринках, сходится. Семейная пара, они ходили еще на те вот старые БДСМ-вечеринки, где там по 20-30 человек. Потом у них случился какой-то внутренний конфликт, они разругались, разошлись. И целый год даже не общались. Потом они вдруг решили, что давай вот вместе сходим на БДСМ-вечеринку, один там другого пошлепает. Просто такой прощальный такой БДСМчик у них был. Они пришли, значит, там один другого пошлепал, все, а буквально через месяц они пошли в ЗАГС и расписались. Нам персонально
много людей говорит, что мы помогли спасти их брак. Даже очень популярная пара, я не буду говорить имен, тоже вот после нашей вечеринки говорили, это нам было очень-очень нужно, и нам помогло, и это нас вдохновляет. Я Веник, полное имя Вениамин, но это очень сложное имя. Его даже в России как-то редко произносят без ошибок, а тем более тут в Литве это прям невозможно. Поэтому я Веник, так просто, быстро, и никакие погоняла не прилипнут, потому что уже и так замечательно, красиво, коротко и ясно. Мне 43, я в Вильнюсе живу уже 11 лет, вот буквально через месяц будет 11, а до этого 15 лет прожил в Москве, а родился и закончил школу вообще в Мурманске. В БДСМ-тусовку я пришел 5 лет назад, даже 5,5, то есть я, в общем-то, такой уже ветеран прямо литовского БДСМа. И вот сейчас я себя вот в этой вот БДСМ-тусовке обозначаю как эксгибиционист, бисексуал. Есть у меня электрошок. То есть это довольно прикольная штука. Есть более чувствительные места, менее чувствительные. Но чаще всего люди просто боятся электричества. И плюс этот еще электрошок. Вот у него есть искра, есть звук, щелчок. И он, конечно, эффект очень такой большой производит. Еще в самом начале, до того, как прийти в тусовку, вообще мне эту идею подкинула жена. Сказала, вот поинтересуйся, почитай, посмотри, может быть, тебе что-то будет интересно, может быть, что-то понравится. Но мы-то развелись, а у меня идея осталась, что надо все-таки сходить. Меня зовут Анна, я из Украины. В Кинке я с 2015 года. Я считаю себя художником. Я в первую очередь шибари подаю как эстетическое, эротическое искусство, которое как бы показывает нам эмоции, импровизацию этих эмоций, и каждый зритель, который смотрит, может что-то прожить свое. И в моей практике было, что человек вроде хочет идти в расслабленную сессию, но в итоге он может слишком отпустить свои эмоции, то есть он как бы полностью отпускает контроль, и он даже может плакать, но это не значит, что это плохо. Он просто переживает эти эмоции, когда он не мог пережить эти эмоции в жизни, потому что он всегда себя держит в рамках, всегда держит лицо и никогда не позволяет себе отпустить. А вот в сессии с веревками он как бы проживает то, что в него внутри. Привет, я Тата, мне 36 лет, я из Беларуси. Сейчас я живу в Литве, я айтишница, арт-лид, занимаюсь разработкой визуала для компьютерных игр. Я художница и перформерка, и последнее время еще модель. Мне нравится придумывать всякие образы, как-то реализовывать себя через обнаженное тело. Я думаю, что свою вот эту особенность, то, что мне нужно много секса, и то, что мне нравится много заниматься сексом, мне кажется, я это очень давно поняла, еще будучи подростком. Мне казалось, что что-то со мной постоянно может быть не так, что что с этим делать, что я какой-то особенный человек, не такой, как все там остальные, что когда я встречалась с партнерами, что не всем партнерам нужно столько секса, сколько нужно мне. Это подарок. Флогер специально по заказу сделанный, с орнаментом БЧБ. Вот здесь такая плетеночка из наших вышиванок белорусских. И мастер, которая его делала, она сказала, что она получила такой кайф, когда его делала. Она его с такой любовью плела, вот эту ручку, что это, наверное, один из самых необычных заказов. Tell me about this beautiful tools you have. Okay, I have some tiny flock. Also, they're just touching for all body, but you can just playing. But if you would like, you can try it like a stronger, and people enjoy it. And this is like because I'm taller guy and heavy, so I love it. Have it bigger flock. But for me, flocking is like like a more
philosophy more like a relax, like a similar like massage or I don't know, other things when you go outside, just like that. Did you have a chance to use it on someone today? Yes, today some people ask me, or can you do it for me? Yes, please, of course. Always I ask, what is the strong, very strong, not very strong? Because if the people ask me, I say yes, because I love it, I do it. But always is most important connection, answer to me. It's very strong, the one soft, everything prepared. And how people usually like it? Usually you wanna have pain. This meaning is I must try it very hard because I'm not very sadist. So for me it can be a little bit challenge. У меня бывали случаи, когда просто, например, вот меня как женщину, которая любит ходить в клубы, называли мясом на продажу. Типа, если я хожу в клуб, значит, я мясо на продажу. Мужчина считал, что если я с ним встречаюсь, то, значит, как бы мое тело должно принадлежать только ему. И мое увлечение там, обнаженной фотографией, то, что я там снимаюсь, все, я должна это прекратить делать. Я не должна больше демонстрировать вообще свое обнаженное тело больше никому. То есть я принадлежу только как бы этому человеку и все. Так, ниже. Руки ниже. Да мне как-то нравятся сисечки. Поэтому и фотографирую то, что нравится. Кто-то ходит по мишленовским ресторанам, знаешь, на всякие дегустации, когда тебе приносят там каких-то за вечер, не знаю, 7 блюд разных, и ты постоянно это пробуешь, 7 бокалов разного вина, и ты раздражаешь свои рецепторы вкусовые. Точно так же со мной. Я могу за вечер, там, 3 часа, 4 часа, 5 часов просто все свои рецепторы удовлетворить всевозможными фантазиями, какими-то вкусностями, сладостями и прочими удовольствиями так, как мне этого хочется. Очень долго, очень много. Кто-то играет в настолки, я играю в сексуальные игры долго. Мне это нравится. Целый вечер смаковать. Я люблю играть. Я люблю сексуальные прелюдии, очень долгие. Я люблю, когда меня связывают веревками, и когда трогают мое тело, не знаю, лижут меня языком, и когда я не знаю, где это будет и в какой момент это будет. Когда перевязывают веревками мои гениталии, это тоже очень какие-то вызывает сильное возбуждение. И вот это все возбуждение нарастает, и я вообще люблю, когда у меня уже просто по коленям течет. На тусовках я очень люблю порку. So what's vlogging? Basically at my philosophy what I have is it's therapy, it's massage and connection for our people. It's a way of relaxing your mind and your muscle. For example, all these vlogs, especially for people who are aware of the differences, we are gentle. This means we don't have any knobs, any hard things. We just follow body, follow what is natural, and have a weight and health to impact the muscle, as well as with some techniques such as breathing, because on every impact a person should exhale, exhale, exhale. Do you ask for medical certification? No, not yet, because yes, I know that that it's common sense in the Europe, in the biggest parties, kinky parties, but yeah, we don't do yet, but I hope someday we can ask this, because it's Lithuania. It's a little bit different. Not ready for that yet? Yeah, they're not ready. Этот какой-то с eBay, или, наверное, eBay, из китайщины. Костюмчик такой, совсем простой. А там юбка и корсет вместе.
Я сначала думал, что это платье, потом выяснилось, что это два элемента. Он какой-то, наверное, из любимых. Тут такая совсем блядская юбка. Вот. Да, только что сломался корсет посередине. И это так стрёмно уже. Пузо начинает торчать. Я собирался на кинки-тусовку на самую первую и не мог придумать, во что одеться. Ну, я почитал правила, и там среди правил был, значит, дресс-код. Просили одеться гламурно или сексуально. А я как-то на тот момент уже несколько лет просто вот, грубо говоря, за пределы семьи не выходил, то есть большую часть времени вообще с детьми проводил. У меня одежда вся была вот примерно вот как сейчас. То есть какие-то худи, джинсы, какие-то обычные ботинки, то есть все крайне скучное. Самая там более-менее приличная одежда, там был костюм, и тот все равно серый, скучный. И вот так чисто вот как шутка, я подумал, пошучу на тему бисексуальности и пришел в пиджаке, в рубашке, в обычных мужских ботинках, ну вот как раз ровно в этих чулках и в какой-то там дешевой короткой юбке. Пришел на вечеринку. Было, ну, с одной стороны, я, в принципе, ждал, что все просто посмеются, но при этом все равно нервничал дико, меня прям трясло. Вот. И я удивился, что, никто как-то не высмеивал, не смеялся, никаких вообще осуждений. И более того, даже там несколько, значит, участников сказали: классно, тебе идет, продолжай в этом духе. Это вот, наверное, не столько про БДСМ, сколько вообще про секс, но они нужны, важны и интересны. При этом, в принципе, всем, и мужчинам, и женщинам, мужчинам даже иногда больше, чем женщинам, интересен какие-то формы анального секса. Может быть, не прямо гей-секса, но все равно вот какие-то проникновения мужчинам нужны. Это их мозг сильно взрывает, перестраивает, психологически очень обогащает. Мы очень сильно и очень громко говорим о консенте. Консент — это когда все можно делать столько много или столько мало, сколько хочешь сам. Это очень-очень сильно. И даже не делать ничего — это тоже консент, это тоже очень сильно, и это открывает очень много возможностей для людей. Если ты спросишь, можно с тобой переспать, если скажет нет, так это нет. Если скажет да, так все, ты выиграл. Если кто-то чего-то хочет, допустим, тот же самый, скажем, интимный контакт, люди не стесняются это, потому что, там, допустим, в остальных вечеринках люди как-то пытаются играться, какие-то игры, а здесь напрямую люди просто говорят: да, ты мне нравишься, я хочу тебя потрогать, я хочу с тобой поцеловаться, просто так. Потому что мы обе знаем, что ты хочешь, я хочу, почему нам этого не делать. No phones. That it means in our party we don't allow the phones. So everybody have to leave their phones in the cloakroom. What is your dress code? Kinky. It means no casual clothes, no sport wear, no blue jeans, no hoodies or simple sweaters. It's very, very simple rules. You have to be outside the normality. Yeah, you should look different, you know, more, I don't know, extravaganza. We will have a cloakroom with clothes for rent. Sometimes people come in and they don't have very good outfit, so this time we will have a rent point. But for money, not for... Yeah, for money, yeah. You can pay 10 euros or yeah, something for like that. For donation? Yes. Okay. And you can take something, and after a party you can return or no. We're going to have a bed in the dance floor, main dance floor as well. We have a dark room where only couples and no people are allowed. We have a red room with our idea Museum of Kink will be some implemented. Мой партнер рассказывал мне о культуре БДСМ, что это такое, вводил меня немножечко в курс дела, комьюнити, знакомил чуть-чуть с людьми, которые там в этой тусовке присутствуют, чуть-чуть познакомил меня с некоторыми практиками. Я надела подарок от своего партнера. Это был очень красивый такой кожаный лиф с открытой грудью.
И там что-то такое было. Но я сверху на него накинула рубашку. Подумала, что нет, я прям не смогу так себя оголить. Это слишком сексуально, о боже мой, нет. Я как бы накинула рубашку. Да, это все 20 минут продлилось на первой тусовке. Вот, и какую-то там длинную юбку надела, все дела. Боже, я пришла. Ну и все, через буквально полчаса я поняла, что я просто у себя дома. Все, я остаюсь, это мой дом. Такая атмосфера, куда ты попадаешь и понимаешь, что да, вот это про эротику, про красивую эротику, немножечко про творчество. И там очень красивые люди. Вот я увидела очень красивых людей. Сегодня я пришла сюда, чтобы выступить, показаться, поделиться с этими прекрасными людьми своим искусством. Я делаю номера, то есть я как драг-артистка, я делаю липсинки, вот, и будет сегодняшнее такое выступление, которое родилось от огромной фрустрации к теперешнему миру, но также это какое-то перерождение и напоминание себе, что даже когда происходит столько темных вещей, все на самом деле полно любви. А потом, когда вот начал, как первые разы там получил там плеткой по заднице, думаю, а это вроде не так и больно. И вот там-то я как раз и вот нащупал вот этот вот, как качели, насос, не знаю, как я их по-разному иногда называю, такой эндорфиновый. То есть сначала тебе страшно, там, прям трясет от страха, ты там замираешь, там, не знаю, цепенеешь, потом тебе что-то делают, вот становится, например, больно. И ты понимаешь, уже не страшно, то есть уже боль уже какая-то понятная, уже не страшно. Потом, когда эта боль проходит, организм ее, запивает радостно эндорфинами, и наступает кайф. Вот это вот мне подарили. Это какой-то настоящий стек. Не уверен, что прям для лошадей, наверное, для каких-нибудь медведей или львов. Еще ни разу никем не опробован. Ни на ком не опробован. Но выглядит страшно. После любой сессии или интеракции можно спросить человека, что он хочет. Может, он хочет чай, может, пледик, может просто обняться и посидеть в тишине, может поделиться переживанием, что это только что было для него, как это было для него. Но многие люди боятся, что, например, если кто-то узнает, что они, не знаю, ходят на такие вечеринки, или там, что у них есть какие-то аккаунты, что они там, не знаю, в женских платьях фотографируются там мужчины, там, или там женщины как-то сексуально одеваются, раздеваются и тоже там эти фотографии куда-то выкладывают, то у них, значит, там каким-то образом пресечется их карьерный рост или начнутся проблемы в семье или на работе. И это большая проблема, но с этой проблемой не только БДСМ-сообщество сталкивается, ЛГБТ-сообщество еще раньше столкнулось или ярче столкнулось, наверное, ярче. Ты не знаешь, какую часть себя нужно спрятать, а какую можно показать. В Риге было смешно, какие-то мужики шли сзади, что-то там комментировали, я повернулся, они говорят, круто выглядишь, я такой, спасибо. И их прям порвало, они такие, да мы не... Я такой, все равно спасибо. Да, люди удивляются, как это может существовать рядом с ними. Ну и когда я начинаю рассказывать свою позицию про кинки, БДСМ, что это, наоборот, о границах и развитии, и исследовании, что это не о каком-то психическом заболевании и прочее, то есть это больше о гурманстве и исследовании своих желаний, то тогда они как бы видят другую сторону, не ту, которую им навязывало общество, и начинают замысливаться. Возможно, это и так. Стоит почитать больше информации. That there are grey society rules applicable everywhere. And those rules, they sound like this. You're not allowed to do because other people will think that you're some kind of freak, pervert, or whatever, but it's totally, absolutely legal. There's nothing bad in it. So we try to push those gray areas and gray limits up to normality. This is my personal fight. Да, и у нас получилось, что в 2020 году стали в Литву
много приехало белорусов с 2020 года, с 22 значит, много украинцев. Вот это вот тусовки сильно разбавились в плане языка, они такими русскоговорящими стали. Но я думаю, что многие здесь раскрылись, потому что здесь, в Литве, не так страшно, как там в Беларуси. Здесь за тобой полицейский не придет, или там тебя не начнут вдруг полоскать на каком-нибудь ЛРТ, что вот, смотрите, прибежал тут к нам белорусский оппозиционер, а сам по подвалам, значит, с плетками тут скачет или по жопе получает, или в платье. То есть здесь это просто не принято, здесь их прямо распирают, они вот прям попадают в гейропу, и им прямо тут становится смело, весело и дико интересно все.